Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами известным рецептом одесской икры из синеньких, то есть из баклажанов. Она получается сочная, ароматная. Сочетание запеченных баклажанов и перца, а также свежих помидоров, лука и чеснока просто идеальное. Уверена, такая икра из баклажанов сможет вас удивить. Это великолепная закуска и на каждый день, и на праздничный стол. А готовится все проще простого. Друзья, обязательно готовьте такую икру. Не пожалеете, это так вкусно. Для рецепта мне понадобится сразу же отправлю запекаться баклажаны и перец. У меня здесь вот таких 5 баклажанов длинненьких. У меня во Вьетнаме продаются именно вот такие длинные баклажаны. И 3 перца. Ставлю их в хорошо разогретую до 220 градусов духовку и буду все запекать примерно минут 40 до мягкости баклажанов и перца. Перцы периодически буду переворачивать. Баклажаны обязательно надо наколоть ножом, чтобы они не лопнули во время выпечки в духовке. Отправляю запекаться. Перцы у меня вот так уже подрумянились, я их переверну. Перцы уже запеклись, и я их достаю из духовки чуть раньше. Сейчас я их переложила в миску и закрою крышкой, чтобы они таким образом немного пропарились, и так легче с них будет снять кожицу. Баклажаны также уже запеклись, и они стали мягкими. Перцы из миски я перекладываю на тарелку, они уже, кстати, почти остыли. А в миску перекладываю баклажаны. Также их закрываю крышкой и оставлю постоять минут 15. Тогда с баклажанов будет очень легко снять кожицу. А пока я снимаю кожицу с перцев и удаляю семена. Еще немного горячий. Перекладываю на доску. Очищаю все перцы. Обязательно убираем вот этот сок, который здесь образовывается, чтобы икра не получилась слишком жидкой. Пока баклажаны лежат под крышкой, я порежу перцы. Резать все ингредиенты для икры надо ножом. Не надо их перебивать в блендере или в миксере. Сначала режем на небольшие кусочки. И теперь я вот таким образом ножом просто все измельчаю. Измельчать все надо довольно мелко, до получения такой, можно сказать, кашицы. Но вместе с тем остаются такие небольшие кусочки. Именно в этом прелесть этой икры. Измельченный перец перекладываю в миску. Баклажаны я точно так же очищаю от кожицы. Как видите, после того, как они полежали под крышкой, они очень хорошо очищаются. Вот этот лишний сок с баклажанов мне также не нужен. Поэтому я их разрезаю и сок этот немного убираю. Срезаю хвостик и таким образом подготавливаю все баклажаны. Очищаю их от кожицы. Кстати, всего баклажаны у меня запекались примерно около часа. Просто проверяйте их, чтобы они были мягкими. Потому что может понадобиться больше времени или меньше, в зависимости от того, какие у вас баклажаны и какая у вас духовка, как она печет. Я очистила все баклажаны, и теперь баклажаны точно так же, как и перец, буду измельчать ножом до получения такой однородной кашицы. Буду измельчать не сразу все, так проще. Первую партию баклажанов добавляю в миску к перцу. Измельчаю оставшиеся. Кажется, что процесс такой довольно трудоемкий, но на самом деле все очень быстро и просто. Баклажаны и перец мягкие, они легко измельчаются. А помидоры я не буду резать, а натру на крупной терке. Если вы хотите, конечно, их также можно мелко порезать, но предварительно надо снять с них кожицу. А если их тереть на терке, кожицу не надо снимать. Я просто их разрезаю, удаляю хвостики и теперь натираю на терке, а кожицу убираю. Мне нужна только мякоть. Если вы хотите помидоры нарезать, чтобы снять с них легко кожицу, опустите их ненадолго в кипяток и затем в холодную воду. И потом кожица с помидоров легко счистится. Как видите, здесь образовалось много сока с помидоров. Я его сливаю, он мне не нужен. Не хочу, чтобы икра получилась слишком такая водянистая. И вот у меня осталась мякоть. Добавляю помидоры в миску. Теперь надо очень мелко порезать лук. Я использую красный лук, можно использовать обычный белый лук. После того, как лук порезали, еще его вот таким же образом измельчаем, как баклажаны и перец. Добавляю лук в миску, немного перемешаю. И теперь мне осталось натереть на мелкой терке чеснок. Чеснок добавляйте по вкусу. Именно удивительный вкус этой икры получается из-за того, что используем печеный перец и баклажаны
баклажаны и сырые, помидоры, лук, чеснок. Можно еще добавить сюда зелень. Но я зелень обычно не добавляю, а просто могу присыпать сверху. Когда икру уже выкладываешь на хлебушек, присыпаешь сверху зеленью и ешь. Это очень вкусно. Я люблю, чтобы икра была такая остренькая, поэтому добавляю много чеснока. И теперь икру надо хорошо заправить солью, перцем и растительным маслом. Добавляю соль, черный перец. Конечно, все это делайте по своему вкусу. И я добавляю растительное масло. Я использую оливковое рафинированное, но очень часто в эту икру добавляют нерафинированное подсолнечное масло, так сказать, ароматное. Не люблю, когда масло перебивает вкус именно икры, баклажанов, перца. Я добавила 4 столовые ложки и хорошо все перемешиваю. Конечно, надо попробовать икру на вкус. Для этого я немного отбираю в пиалку и пробую. Это, конечно, очень вкусно. Добавляю еще немного соли, мне не хватает. И добавлю еще буквально чайную ложечку сахара, так как сюда мы добавляли помидоры, так скажем, для баланса вкуса. Еще раз перемешиваю, и икра уже готова. Дайте ей настояться буквально минут 30, и можно подавать к столу. Разлетается она просто в один миг. А если вы ее хотите хранить, переложите ее в чистый герметичный контейнер и поставьте в холодильник. Таким образом она может стоять в холодильнике пару дней. Но я вас уверяю, долго она у вас не простоит. Она съедается моментально. Утром я испекла вот такой чудный хлебушек на закваске и буду есть икру с хлебом на закваске. Икру выкладываю в тарелку. Сверху можно присыпать рубленой зеленью. Я очень люблю баклажаны с кинзой, поэтому я добавляю кинзу. Можно использовать, конечно, любую зелень, либо вообще без нее. Ну и, конечно, хлебушек. Конечно, эта икра из синеньких или баклажанов получается невероятно вкусная. Ее можно подать в качестве перекуса или к обеду. Приготовить ее к шашлыкам. Это очень вкусно. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!